Всем привет, с вами Дэн. И знаете, уже много лет я вам хотел показать этот бренд, немецкий бренд, такой настоящий немецкий бренд. Ариста с 1907 года он был основан, и вот все никак не удавалось. И наконец-таки это время пришло. Бренд Ариста находится в Пфорцхайме. И с 1907 года это был изначально часовщик Джулиус Эпле. А Эрнст Волмер с 1922 года занимался ремешками, производством ремешков. И вот в 1998 году Волмер купил бренд у внука Эппле, и в 2005 году произошло слияние обеих компаний, и теперь они называются Ариста Волмер. Так, значит, вот здесь у нас как раз таки есть вот такая небольшая инструкция, и как раз здесь вот они на немецком и на английском пишут в том числе про свою историю. Так что давняя, интересная очень история, и это действительно мануфактура, которая по сей день производит и браслеты, производит и корпуса. Механизмы используют швейцарские, что, собственно, логично. Если бы здесь были какие-то немецкие механизмы, то, сами понимаете, какая была бы цена. Так, значит, давайте тут стрелочки чуть-чуть передвинем, чтобы было посимпатичнее, да. И важно сказать, что, как и многие немецкие компании, Ариста именно специализируется на классике и на пилотских часах времен Второй мировой войны. В данном случае у нас флигер, навби, ухр, да, как по-немецки называется, тип А здесь. Модель называется винтажный авиатор. 3H100 у него референс у этой модели. Здесь вот некоторые характеристики указаны. Я вам так скажу. Значит, сапфировое стекло с внутренним антибликом. Внутри стоит Sellita SW200. Кастомный ротор от Arista. Сталь 316L. Водозащита 100 метров. Корпус пескоструйная обработочка, да, у нас красиво. Прям пилотские такие в каком-то плане очень, очень историчные часы. Конечно же, сделано в Германии. И давайте посмотрим по размерам. Размеры здесь небольшие. 38,6 мм, даже 38,5. Да, 38,5. Высота всего 10,7. И это с учетом того, что здесь 100 метров водозащита. По ремешочку сколько у нас? 20, ровно получается. И от ушка до ушка. Здесь ушки не такие длинные, как обычно немцы делают, меньше, чем 44 мм. Поэтому модель, как мне кажется, максимально универсальна. Вообще у Ариста довольно много разных пилотов. И, к сожалению, я вот смотрел их каталог. Очень много моделей на минералке и очень много моделей с защитой 100 метров. А вот именно конкретно эта модель, как мне кажется, прям удачно совпала. Здесь и 100 метров, и здесь и сапфир. Наверное, для пилотов сапфир даже более важно, чем 100 метров. Но вот как бы здесь мне нравится, что все вместе есть. Мои запястья 18,5. Собственно, вот ушки, да, у нас такие прямые, параллельные практически корпусу, все в немецкой традиции и шикарная читаемость, посмотрите, потому что стрелки полностью покрыты суперлюминовой, большие, мощные, разные, секундная стрелочка у нас тоже такая, да, яркая, здесь контрастная, и цифры на черном фоне, все такое печатное, но объем немножко чувствуется. И для любителей даты здесь есть даже дата. И я бы сказал, что она меня даже практически не бесит, потому что она черная на черном фоне, а это хорошо, это приятно сделано. Здесь идет кожаный ремешок, и ремешок неплохой. Он мягкий, прям вот из коробки достаешь, он уже мягкий. Его не надо там 2 недели, чтобы он прирабатывался к запястью, это прекрасно. Здесь максимально просто, даже брендирования на ремешке нет, на бакле. А вот здесь сделано что-то там, ручная работа в Дойчланде, да, в Германии. То есть не ремешок немецкий, все тут ручная работа. Не удивлюсь, если это делает сам Ариста, но, честно говоря, не нашел конкретную информацию. Видел, что они браслеты делают, да, возможно, ремешки тоже сами делают. Системы быстрой замены нет, понятное дело. Семейная компания, можно сказать, до таких нововведений не дошли. Тем более, все в основном такого винтажного плана делают.
Конечно, military облик именно вот с таким пескостроем, и мне кажется, это правильно, это прям вот интересно выглядит и исторично. Кстати, да, эти аристы, конечно, трудно приобрести, нужен и посредник, и с рублевой карты не оплатить, но если вы хотите простоты и удобства и огромного выбора, то на Джуме есть магазины из Сингапура, Японии, Кореи и других стран. Можно оплачивать с рублевой картой, никаких проблем нет. Есть огромный выбор любых часов, и швейцарских, и немецких, и японских, и часов микробрендов. И при этом, конечно же, есть большая и приятная подборка пилотских часов. Оставлю ссылку в описании к этому ролику. Заходите, смотрите, выбирайте. Корпус, кстати, чуть-чуть вогнутый рант получается у нас. Достаточно крупная заводная головка, удобно ей пользоваться. Максимально все по-военному прям сделано, что опять же мне нравится. И знаете, что какой важный плюс у Ариста? Они исторически всегда были достаточно доступны по цене. Потому что если мы посмотрим, что там предлагает та же Штова какая-нибудь или Лака. Лака очень много моделей на Миоте, на Этажке там уже по 1000 евро, а то и 1100 евро. А здесь у Ариста где-то примерно $700 эта модель стоит. Ну, есть и чуть дешевле там, ну там может попроще характеристики будут. Есть чуть-чуть дороже, есть у них там более крупный авиатор. Но вот эта мне модель нравится тем, что мне кажется здесь прям такие идеальные характеристики. Но купить, конечно же, к сожалению, не так-то просто. В принципе, их не так и много, этих часов. И, сами понимаете, сейчас с доставкой определенные сложности. 66 грамм всего у нас по весу. И это классическая пилотская моделька. Ну, в плане отделки здесь как бы мало что можно сказать, потому что, вы сами понимаете, пескострой, опять же, милитари часы, пилоты. Ну, все сделано приятно, достаточно тщательно, педантично, я бы сказал, сухо, да, классически по-немецки. Нравится, что здесь щедро, судя по всему, нанесен люм. Я вставлю обязательно здесь вставочку люма, но объемными кажутся эти все метки. Но опять же, не забываем, семейная компания, все сделается во многом, я бы сказал, по старинке, да. Ну и, понятное дело, здесь слиточка у нас. А что же еще сюда поставить, чтобы было не так уж и дорого? Ну и что хочу сказать по итогам. Как мне кажется, если мы говорим именно про немцев, про немецкие пилоты, то с одной стороны выбора довольно-таки много, а с другой стороны, если мы хотим что-то вот именно такое историческое и именно немецкое, и чтобы это был прям немецкий бренд, то есть у нас Steinhardt, да, ну Steinhardt новодел, есть у нас Лака, но Лака что-то в последние годы подорожали. Есть там Архимед и другие некоторые немецкие бренды, но глобально вот, на мой взгляд, лидер здесь именно вот по цене, качеству и характеристикам, наверное, пожалуй, Ариста, а уже потом идет Лака. Steinhardt немножко особнячком, да. Вот в целом такая, на мой взгляд, именно тройка. Потому что есть Штова, да, но Штова уже еще дороже. Ну и VC, да, IWC, и VC, там по-разному можно называть, но это уже Swiss made будет. А вот из немецких Ариста делает прям такие вещи. Но, опять же, специфические именно вот больше такой вот винтажик. Хотя есть у них и модели, которые отличаются все-таки от немецких пилотов. Короче, на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Обязательно увидимся.